Вот такое вот бревно, дорогие товарищи. Вот такое. И вот такая вот пила 76 сантиметров. Вот, для сравнения. То есть это бревно сантиметров 40 такое. Вот я его начал пилякать пилой. Опа! Это пила по сухому дереву. Получится ли мне отпилить вот этот здоровый кусок? Сколько времени это займет? Не офигею ли я? Кажется мне, что натяжение пилы немножко ослабло. Сейчас я ее... Видимо, она как-то там устаканилась. Сейчас я ее... Ох, такой запах, прям дерево приятный. Сейчас я ее еще подкручу, чтобы она прям сильно была натянута. Да. Вот так. Это, конечно, надо дорабатывать, додумывать, как тут лучше сделать. Но почти половину, ну не половину, треть, может быть, я уже пропилил. А это всего ничего. Вот сейчас я подтянул. Посмотрим, что дальше будет. Потом будем силки испробовать. Кто-то там кричит. Вот, ну огонь. Вот, а говорят, что там, типа, это максимум, что можно рукой. Да ладно, вот. Можно еще значительно больше. Вот это 76. Думаю, 90 запросто можно. Ну, конечно, то, что я вот не обточил эти деревяшки, в руку врезается. Может быть... Ну, уже половина ствола. Половина. Очень мощная пила. Вот такие вот дела. Как надо перчатки, что ли, надеть. Перчатки. Кевларовые. Которые тут из них. О. Вот так. О! Фух. Она еще хорошо под действием веса вот этого куска, а это я хочу как основу костра сделать. Попробуем, может, мачете его поколоть. Это все костерок, костерок, люди. Костер надо делать вот из таких. Тогда это будет костер.
Фу, устал я уже. А еще полствола пилить. Но, знаете ли, раньше я даже бы не посмотрел в сторону такого дерева. Это гигант реально. Вот эта штука весит, наверное, как человек. Вот это вот, килограмм 80, небось, весит вот этот кусок. Вот. А я его уже наполовину-то отпилил. Вот, чтобы было понятно, вот такие зубья. Просто без вот этих загнутых для влажной древесины. Но она и сухая, она совсем сухая. Она только смоленистая. Ага, там кора. Кора филе вредит. Фух, да. Подустал. Надо передохнуть. Сейчас передохну чуток. Потом допилю. Но я уже ее допилю. Ну вот, о чем я и говорил. Отпилилось. Видно, что дерево примерно в половину толщины от полотна. Ну сколько, минут 10, наверное, 15, ну не знаю, не замечал. 15 минут будем считать. Вот такой вот ствол. Очень мощный ствол. И без особых усилий. Режет как по маслу. Вот такая вот пила. Такие зубчики. Это по сухой древесине, но видно, как пыль летела. Это она высохла и упала дерево. А уже темнеет. Темнеет. Видно, что темнеет. Так что это успех. Осталось затащить ее до того места, где костер. А так, по идее, могу еще одну отпилить. Пенек. Это такие пеньки можно делать, чтобы сидеть. Вот, смотрите, простая пила. Это не силки, которые дорого стоят. Стоимость этого полотна 1200 или 1300 рублей. Это доступно многим. Даже простым людям, вот как я. И вот такой эффект. По типу бензопилы. Так что я впечатлен, доволен. Сейчас еще и силки позанимаемся. Есть там 2 дерева, которые надо свалить сухие. Вот. Ну или вот тут вот береза лежит, вот она. Тоже можно силки на ней погонять. Развлечений много в этом походе будет. И пила, и костер, и чай. Ой. Вот. Вечер, ночь, темно. Звезды вышли. Яркие звезды. Смотрю, не прилетит ли там чего. Какой объект. Хорошо день прошел. Впервые в этом году я выехал на природу. Прекрасное место, на Бужу. Нелегко было, нелегко. Вот тяжелый. Но все-таки я вырвался. Что могу сказать? Доехал на электричке с пересадкой. Посмотрел в окно. Просторы. Везде жизнь. Приехал сюда.
Последний снег видел кое-где. Хорошая погода. Даже подзарядил немножко павербанк. Но самое главное это, конечно, пилы. Пилы, мачете. Проверил. Работает все прекрасно. Ведь дело в чем? Я собираюсь через не очень продолжительное время, в начале мая, отправиться в Великий водный поход на Селигер, как обычно. Но в этот раз, наверное, я все же буду перемещаться. Хочется все-таки посмотреть какие-то места, там некоторые другие. Постоять, может, на островах маленьких. Может, доплыть до северной оконечности Хатчина, там тоже острова. Времени у меня будет больше, почти 17 дней. Вот. Поэтому я и тестирую оборудование, все это, снаряжение. Мачете. Ну, тут слов нет. Удобнейшая вещь. Рубил ветки сухие, еловые, сосновые ветки. Ну, толщиной как 3 пальца. Вот такие вот максимум рубил. Больше как бы смысла особо нет. Без затруднений. И в отличие от топора, которым надо бить вот под основание ветки, где-то посередине бить топором это гиблое дело. Мачете срубает прям вот висящие всякие. Конечно, толстые я не рубил мачете. Ну вот ветки удобно. Легкий предмет, 300 грамм, ну с ножными 400 там. Вот. У меня наборчик тут на нож и мачете. Все удобно, не мешает садиться, садись как угодно. Вот на подвесе. Фастекс, тут все вместе. Можно снять при желании. То есть я могу раз, вот так вот, и отделить. Я посмотрел на ножных от инструментов Силки такие системы. Да много где есть. Грамотно. Вот так надо делать. На фастексе. Твердые ножны, острое лезвие там защищено. Пилы. Ну, конечно, лучковая пила. У меня же 2 полотна. Одно для сырого дерева с такими зубьями специальными, которые стружку оттуда выбрасывают. А вторая для сухого дерева. У нее просто идут треугольные зубья. Вот это вот здоровое бревно чуть ли не по колено мне. Вот такое вот такой толщины бревно. Ну, минут 15 как бы заняло, особо не напрягаясь, передышками там. Ну, по сути, конечно, бензопилой может быстрее, но какой вес этой пилы? А это невесомая штучка. Убедился в том, что 76 сантиметров не предел. 90 было прекрасно. Ну, просто вести такую пилу. Где-то я видел, умельцы даже берут такие есть пилы для ленточных станков. Они длинные, там по много метров такой этот рулон, замкнутый в кольцо. Вот из него нарезают тоже, делают дырки. Просто каленый материал, дырки там сделать непросто. Надо твердосплавное или алмазное там сверление. Но при желании можно. И делают хоть метр, хоть 1,5, любые. Но это больше, конечно, как двуручные пилы. Тонкая, с зубьями такими. И, пожалуйста. Но я вот считаю, что вот это вот бревно, ну, 35, может, сантиметров оно.
30-35, вот, ну, до 40, короче, оно где-то так. Не взял я, жаль, таких линеек. Ну, в общем, понятно, это толстое бревно, огромное бревно. Перепилилось лучковой пилой на ура. Единственное, что расстояние между вот этой вот перекладиной в раме лучковой пилы и самой пилой полотном не очень большое. Поэтому приходилось ее вот так переставлять. Ну и в конечном итоге перепилил. Там остался вот такой вот несколько сантиметров кусок. Она наклонилась, расширилась. Сама вот эта вот полость, которая образовалась от пиления, сама щель. Ну и туда спокойно вошла рама пилы, я пару движений сделал, там все отвалилось. Главное, как дотащить. Тут же еще ручей, через ручей его переправлял. Колода это, ой, тяжело. Ну, с остановками, с передышками, по чуть-чуть, веревкой волочил. Вот еще наука. Веревка. Будете делать костер, в любом случае берите с собой веревку. Потому что какие-то у меня были пилы, топоры, там, я не знаю что, бензопилы. Тащить-то надо к костру. Оно ж не возле костра находится, бревно. Оно вот там, или еще где-то находится. Как? На себе? Ну, позвоночник. Ну и вообще просто грязное бревно на себя взвалить. Да и как бы я вот это потащил на себе? Оно как весит с меня, наверное, а то и больше. И толстое. Понятно, там вот такое можно на плече, но это без варианта. А веревкой можно волочить. Поставил собирать березовый сок. Надоумили меня местные рыбаки, приходили тут. Говорит, а ты чё ж березовый сок-то не собираешь? Мы-то, Ну, я говорю, а как собирать-то сок этот? Я в детстве когда-то собирал, еще в черте Москвы собирал. В то время можно было так делать. Сейчас бы я не решился. Ну, говорят, как, кусок коры там надо отогнуть, то все, подставить сосуд. Ну, я взял кастрюлю, поставил, там, конечно, кору там особо не отогнешь, там береза такая, у нее кора как пробка. Ну, как-то там настроил, пару раз мачете ударил по стволу. Оттуда чуть не струей сок пошел. Ну, варварский, конечно, способ. Надо было сверло брать, но я вот забыл его. Вот. Ну, лежал, все хотел, думаю, возьму сверло, возьму шланг, буду по-человечески собирать сок, как положено. Но забыл. Бывает. Ничего страшного. Там с мусором он собирает, со всякими вот этими лишайниками. Но у меня кусочек бинта есть. Я потом, может, кружку отфильтрую там. Посмотрим, сколько наберется. Сок березы. Да, кстати, пил я березовый сок последний раз более 15 лет назад. Это вот когда мы на Шлине были, тоже весной, заблудились там, ночевали без палатки, без всего, без вещей. Снег тоже лежал. Возле костра ночевали. Вот, и на утро, а есть тоже у нас не было ничего. Пить тоже не было, болото кругом, там не попьешь. На утро я подошел к березе. Хорошо нож был. Один из первых ножей, который я сделал. Проковырял дырочку и подставил маленький пакетик полиэтиленовый. И набралось там полстакана, ну, может, чуть больше сока. Мы на двоих выпили. Сразу прилив сил такой. Мы пошли там, и через 7 или 8 километров
встретили своих товарищей, которые уплыли на байдарках. Это была история, конечно, потрясающая. Вот тогда я и пил. Сколько это получается? — 2006 год. — 17, что ли, лет? 17 лет. Время летит просто с дикой силой. 17 лет прошло. И вот так вот жизнь-то проходит. Я думаю, вот настоящая жизнь — это вот здесь, около костра, в лесу, где звездное небо. И так мало этого, так мало. И в основном, конечно, совсем другое. Прошло 17 лет с тех пор, как я пил последний раз березовый сок. Даже вот подумаешь об этом, и как-то жутко становится. Такие сроки. Вон из деревни доносится лай собак. Тут недалеко деревня, избище. В принципе, что мне остается сегодня? Чай заварить, может быть. Что у меня вот, я дома как заварил в термосе чай, так вот и пью. По чуть-чуть пью, как положено зеленый чай пить. Попью чайка, ну и сразу как бы становится лучше. Заварю сейчас на газу, потому что костер, ну тут такой костер, что вот тут я еле-еле нахожусь. Два бревна. Ну и там мелочь всякая чуть-чуть лежит. В основном горят эти бревна. Большое и поменьше. И вот так он будет гореть еще много часов. Скорее всего, даже я пойду спать, придется его тушить. Ну, просто раздвинуть эти бревна. Угли в сторону земли повернуть. Можно наоборот, наружу повернуть. Главное раздвинуть их, убрать из жара. И они затухнут. Водой можно, вон река. Бутылка тут валяется. Я эту бутылку сжигать не стал. Потому что я думаю, она может мне пригодиться. Потому что когда потребуется пойти в туалет, я эту бутылочку с собой возьму. Чтобы никакой бумаги, ничего не бросать тут. Конечно, я могу бумагу принести и бросить в костер, но опять же, зачем? Зачем? Когда есть вода. Вот радио работает. Взял в этот раз радио. Печку не взял, а радио взял. Ну, в принципе, сейчас печка бы мне не особо нужна была. Как-то сейчас готовить даже ничего не хочется. Есть, ну, у меня сушки там есть, плавленый сыр. Есть у меня эти печенье какие-то там. Ну и завтра я суп сделаю. Взял картошку. Блин, тут жара какая. Картошку взял. Лук взял. Масло немножко совсем налил в такой цилиндр. Ну, перец взял.
соль. Надеюсь, взял соль. Вот сварю супчик завтра. Как раз с утра. На газу сварю. Этот баллон я уже заправлял несколько раз. У меня стоит 5-литровый баллон. Переходник есть. Заправлю. Там вес написан. Все это уже отработано давным-давно. Думал кирогаз взять, но потом подумал, в принципе, сейчас не так холодно. Ну, хотя, как сказать, ночью -1 будет. Это ерунда. Ну, газ еще работает вполне. Тем более тут около костра. Днем я буду варить, ночью я ничего не буду варить. Ну, а сейчас вот, может, чай заварю, сушек поем, там печенье. Смотрю. Вот морковь надо было брать. Ее можно и сырую есть. Она такая освежающая. Капуста, морковь. Ну, огурцы я не говорю. Сейчас огурцы не всем доступны. Да даже картошку. По таким ценам видел, картошка продается. Типа молодая, там какая-то особая. Не, может оно так и надо, но кто его знает. Что-то про еду заговорил, есть захотелось. А время сейчас, наверное, уже 11 час. Вот я с утра поел. Потом, наверное, часов 6 поел. Ну и вот все. То есть я могу сейчас и спать уйти, и не есть. Как бы ничего страшного не будет. Но, скорее всего, попью чай. В общем, что я могу заключить? Мачете хорошо, полезно, удобно. Лучковая пила, чем больше, тем лучше. Какую можете унести, такую покупайте. 80, там, 90, какую угодно. Ой, какие горячие тут палки эти. Ну, что делать? Вот так. 7,6 минимум. Конечно, можно и меньше. Ну, будет вот это елозить, зачем? 7,6, она как раз по длине рюкзака, все нормально. 80-90, ну, если есть возможность, берите. Раму, какую угодно, из чего угодно, там не хитрое дело. Можно вот тут в лесу сделать. Кстати, я покажу пилу. Это тоже какая-то Таджима или... Она как крафту продается, вот. Это пила 22 зуба на дюйм. Тоже японская, такого же типа как силки. Это вот чтобы делать что угодно из дерева на природе. Очень легчайшая. И вот такая вот разборная. То есть это лезвие можно там убрать куда-нибудь. Эта пила называется Dovetail Saw. То есть пила для создания ласточкиного хвоста, соединения ласточкин хвост. Когда там аккуратненько вырезают такие вот треугольнички. Вот. Потом ей отрезают выступающие вот всякие чопчики там отрезают. Она гнется хорошо.
Вот очень рекомендую. Тоже она недорогая, именно Craft Tool, потому что вот эта Таджима, или как она там, японская, она очень дорогая, не стоит. А вот Craft Tool, ей можно и ветку отрезать нормально, но самое главное, что ей можно тонкие работы совершать такой пилой. Весит она, ну, грамм 50-60, там, не знаю, очень легкая вещь. Вот с помощью такой пилы, с помощью нее, как раз я и думаю делать раму для этой вот лучковой пилы на селигере. Там я сделаю из нормальных круглых таких стволов, из каких-нибудь там, посмотрю, какие лучше подойдут. И чтобы зазор между пилой и полотном и рамой самой был побольше. И тогда можно такие прям шарашить силки, Big Boy. Вот я и сделал тоже красную, чтобы красная была, вся красная. Вот он, Big Boy. Спилили дерево этим Big Boy'ом. Сухое тут стояло дерево. Сначала его на высоте там определенно спилил, потом прям возле земли. И вот это вот горит та часть, которая от земли до средней высоты. Там же нарубил веток с помощью мачете. То есть сочетание Big Boy, пила 76 сантиметров лучковая, мачете. Это супер вообще мощное лесорубное оснащение. То есть это горе просто никогда никого не знать с дровами. Где бы то любые толстые, не толстые, все режется без каких-то чудовищных усилий и без сильного шума, как от топора. Тихо все. Мачете, да, конечно, удары эти звонкие такие, типа характерный звук трамантина. Ну да. Вон рыбаки услышали, пришли. Говорит, а что ж у тебя топора нет? Говорю, у меня вот вместо этого, мол, мачете. Но они тоже знают. Камыши вырубают, там все это. Мачете уже у нас как бы не новость, не курьез. Есть у людей мачете. Но, конечно, если человек идет в поход не один, если несколько человек, рекомендую попробовать двуручную пилу. Конечно, хорошо бы какую-нибудь импортную, вот с этими вот зубцами, но сойдет и наша. Она недорогая, можете купить просто ради прикола, попробовать. Вот каково это, вот такие бревна, не особо утруждаясь распиливать. И это же фитнес, фитнес. Люди в зал ходят, платят деньги там. А то сели вон возле бревна с пилой. Весело, задорно. Раз, распилили. Потом костер. Вот он фитнес. А не то, что там какие-то в зале набились люди потные, там что-то делают. Вот на природе фитнес. С пилой. Ну, кто хочет, можно и с топором. Там топор 2 килограмма, только одна голова топора. Ручка такая, там, сантиметров 80. Тут навык такой можно развить. Так, сяк, бах, бах, и бревно разлетелось. Огромный ствол разделен на куски. Конечно, это с легкоходством не очень совмещается, когда топор 2 килограмма. Ну, разные есть, разные вариации. Кому-то вообще костер не нужен. Вот я представляю себе, был бы я такой человек, которому не нужен костер.
Вот сейчас темно, я б тут сидел бы в темноте, на газу там что-то варил, там, чтобы кипятком заварить там что-то. Удовольствие ниже среднего. Когда -1 доходит температура. Ну что, укутаться, дрожать тут. У костра я как у камина сижу. Тепло, хорошо. Радио играет. Лесорубный инструмент нужен. Была у меня пила с желтой рукояткой. Муглет. Тупая уже, вот я и пилил. Ну как-то она пилила. Ну и на этот вопрос я не обращал внимания. Думал, ну притащу я бревно, ну что там. А вот потом как вот что-то вот щелкнуло в голове. Типа, ну что ж так, вот надо пилу, надо. Я подумал, а ведь правда? Чего я страдаю с этими, всей этой вознёй, с этой пилой? Купил такую, купил сякую, попробовал. Наслаждение. То есть это инструмент господства над дровами. Просто это сила в руках, могущество в руках. Спокойно, видишь, лежит бревно, оно там соразмерное. Вжик, перепилил. И все. 5 часов, 6 часов будет гореть костер. 15 минут поработал, 6 часов горит. Ничего не надо искать, собирать. Ну, вот это мое мнение. Кому-то, может, костер и не нужен. Есть и такие. Мачете. Ну, без сомнения, удобная штука. Ветки рубить. Вот еще я не пробовал тут батонить им ничего, но это надо колотушку сделать. Да и нужды такой как бы нет особо тут батонить. В основном ветки. Вот посмотрим, придет из Златоуста мачете заказное. Потолще я там заказал. В обухе 4 миллиметра. И спуск от обуха. Как бы двойной спуск. Чтоб рубило оно так определенной формы там все. По типу финского ножа Бриса Биг Мук или Мюк. Такой вот. С утяжелением на верхней части клинка. Ну, конечно, потяжелее будет, но может она будет там, допустим, не с 2, не с 3 ударов, а с 1 такую же ветку перерубать. И это плюс, потому что мачете все равно это такой инструмент, оно в руке, ну, двигается, надо перчатки надевать, а в перчатках оно как контролируется не идеальным образом. А иначе мозоль будет. Чем меньше им стучать, тем лучше. Если оно сильную рубящую способность имеет. Но опять же тут надо баланс как бы. Вот это вот мачете тонкое 2 миллиметра. Всякие висячие ветки, траву, все отсекает. Если толстый топорик, тесак, он не будет так действовать. То есть тут должен быть какой-то баланс. И это только экспериментальным путем найдется. Но такой тип инструмента, рубящий клинок 30 сантиметров плюс-минус, ну, не менее 30 сантиметров длиной, должен быть у туристов, которые костер любят. Ну и вообще в дебрях, в зарослях там ходить. Хоть и не джунгли, но все равно там переплетение этих кустов. Тут пошел раз, просто там свисающие ветки срубил, и они там распрямились и иди. То есть мачете как бы это must have. Должно иметь мачете. Как бы неплохо его иметь. Эта вещь всем доступная, она дешевая. Просто надо посидеть с напильничком, поточить, чтобы спуски там все выровнять. Заточить на камне чуть-чуть.
У кого есть хорошие камни, можно и не чуть-чуть. Но, в принципе, это рубящий инструмент. Там какой-то сверхостроты не надо. Ну, вот начинает брить она волоски. Прекрасно. Будет рубить только в путь. Там не надо, чтобы волос об нее вот так разрезать или еще там как. Это уже избыточно. По желанию. Хотите, точите. Все равно оно из не очень твердой стали. Оно будет садиться, эта кромка. Ну вот я рубил сегодня. Сухие ветки, много. Рубил. Пробую, ну, на ногте острое, во всяком случае. Да и волоски бреет. То есть кромку держит. Трамантина. Топор. Ну вот мне бы сейчас, допустим, тут топор ни к чему был бы. Правильно я все взял. Вот такой вот итог дня. Проверил какие-то вещи. Обмозговал. И считаю, что все верно. Не зря это все было. Теперь я понимаю, как бы, какой набор нужен. Что я его правильно подобрал, что это именно то, что надо. И как им пользоваться. Когда пилой силки пилить, когда лучково пилить, когда рубить. Это все как бы устаканилось, уложилось на уровне вот памяти тела, как бы. Не теории какой-то, а именно практики. Потому что все эти обсуждения, как, что, чего, топор, пила, без практики они мертвы. Мертвы они. Вот пример. Некоторые считают, что пила лучковая длиной 90 сантиметров уже слишком велика. Ничего подобного. Вот 76, ну 14 сантиметров разница с 90. Да там намного больше заход. Я думаю, метр бы пошел. А чем больше пила, тем она больше за один ход выгрызает дерево. Тем меньше ходов пилы потребуется движения этих, тем меньше человек устанет. А весят эти лучковые пилы вообще там по 80 грамм. То есть это тоже из разряда must have. Лучковая пила. Всем тоже доступно. Ну, силки как бы это хорошо иметь, но не обязательно. Хотя если шла речь о том, что иметь только один инструмент, то я бы выбрал, скорее всего, силки, потому что это очень универсальная пила. И можно и так пилить, и сяк, наперекосяк. И это хорошая штука. Но в сочетании с лучковой пилой это просто оверкилл. То есть это более чем достаточно. О, жар идет от костра. Вот такие вот соображения. Мачете, лучковая пила, силки пила. Плюс, ну, нож, естественно, еще что-то. Это все уже так. Про нож это можно отдельно говорить много. Сейчас речь не про нож. Завтра, может, мы про нож подумаем что-нибудь. Поразмышляем. А сегодня речь о пиле. О мачете речь. Хотя мачете это тоже большой нож. Как говорят ковбои. Большим ножом можно делать то же самое, что и малым. А вот малым делать, что большим, нельзя. Они, в общем-то, правы. Есть, конечно, какие-то нюансы, когда там что-то вырезать, как-то вот очень так точно что-то делать. Для этого нужен маленький нож, да. Да даже уже рыбу чистить, ее лучше маленьким. Но вот, с другой стороны, голову отрубать, хвост отрубать, конечно, мачете лучше. В общем, этот инструментарий
он как-то вот сформирован и проверен. На этом я считаю, что успех определенный имеет место. Польза от этого похода. Ну, самое-то главное, что я звездное небо посмотрел. Что дым костра, огонь костра почувствовал. Впервые за многие месяцы. Такие тяжелые месяцы. Ну ладно, сейчас праздник большой, Пасха. Буквально несколько там часов. Час, может, остался. Я считаю, что я встречаю его в лучшем храме. Самом лучшем. Ломоносов там сказал, что вот есть 4 Евангелия, а 5 от природы. И он прав. Это вот самое верное. Звездное небо над головой. Ну, многие люди доходили до этого понимания. В общем, завтра уже начнется новый день.